И снова здравствуйте! Сегодня о рукавах, о построении основной части прямого рукава, зауженного. Базовый рукав. Есть еще варианты расширенного рукава, но они обычно строятся от базового. Я не говорю о моделировании рукавов, которые имеют разные абсолютно широкие формы. В основном расширенный рукав. Например, сейчас, наверное, многие вспомнят Леонова, полосатый рейс. Будут некоторые рисунки у меня от руки. Например, вот такой расширенный рукав. Его можно спокойно изобразить, если есть простой прямой рукав. Сегодня хочу рассказать свое видение абсолютно простого построения, понятного зауженного рукава с выточкой и заменой выточки. Перед этим хочу немножко обосновать, чтобы было все понятно. Рукав представляет собой две части. От линии, откуда мы откладываем окат, я называю линия глубины проймы, потому что это совмещается обычно с нижней частью проймы. От линии глубины проймы вверх мне это проще назвать окатная часть. И вниз так называемая трубообразная, потому что плюс-минус вокруг руки она полностью параллельно не спадает. Длина может быть любая. До локтя, выше 3/4, 7/8 или полная. Полной длиной до руки называется длина по запястью. Бывают более длинные рукава, но это уже по желанию. Рукава могут быть разными по форме, объему, узкие, например, повторяющие контуры руки с прогибом по линии перекатов. Прямые с параллельными вертикальными линиями и расширенные моделированием прямого рукава. Также различна линия низа. Различна она может быть как по желанию, так и традиционно для некоторых видов кроя рукава. Например, с переходами по высоте, наличию манжет, как-то все вместе в комплексе. Как и в любом другом узле конструирования одежды, чем шире, прямее, свободнее форма, тем менее криволинейные срезы, переходы, зависящие от формы тела и подвижности. Постаралась изобразить, чем более узкий рукав, прилегающий к руке, тем более во время движения он должен повторять мышцы и своей длиной покрывать эти изменяющиеся длины мышц. И следовать этому и закрывать своей тканью. То есть от длины рукава часть длины идет на то, чтобы закрывать мышцы. В широком же рукаве, пока рука начнет своей тканью покрывать мышцы, должно пройти какое-то время. Определенную большую часть движений широкий рукав может закрывать руку, она движется внутри него, не начиная забирать на свои движения ткань. Таким образом, широкие рукава, просто внутри них рука движется, не требуя никаких сантиметров на покрытие мышц. В таком случае низ может быть абсолютно спокойным. Зависит уже, нужен ли прямой низ или криволинейный от того, нужны манжеты, сборки, как вы собираетесь обрабатывать низ. Когда рукав узкий и повторяет контуры тела, то линия по локтю гораздо короче, чем линия по внешней стороне. Можно обратить внимание на то, что от линии локтя, если попробовать проложить линии, они все идут параллельно. Также отсюда они также идут параллельно. В точке локтя вот это расстояние не подходит ни к горизонтальным, ни к вертикальным измерениям. То есть от точки локтя, чем шире дальше, тем больше ткани. В данном случае речь о чем? Для того, чтобы построить рукав, нужно измерение длины руки. Желательно для базового рукава построить замер от конца точки плеча до запястья. Но, если вы помните, если смотрели, я рассказывала о том, что для замера оката замер производится по телу, конкретно по плечу, но замер именно по телу означает замер сантиметров именно самого тела. Если же окат рукава чуть свободнее, шире, чем рука той ткани, на то, чтобы он находился на расстоянии, нужно больше. Соответственно, длина оката будет на несколько миллиметров длиннее для того, чтобы ткани позволить находиться на расстоянии от руки. То же самое происходит и со всей длиной рукава.
Да, для оката несколько миллиметров уже добавили, там добавлять уже ничего не надо. И если рука расположена вниз прямо, то можно просто замерить длину, и окажется, что рукав также абсолютно располагается дальше на расстоянии от руки, просто параллельно, не спадая после того, как добавили к окату необходимые миллиметры. Но если вы замерите от верхней точки плеча до запястья руку в прямом положении вниз и руку через локоть в согнутом положении, вы поймете, насколько длиннее рука под 90 градусов согнутая. И для того, чтобы иметь возможность двигать руками в данной одежде, нужно замерять именно длину руки, согнутой под 90 градусов через локоть, внешнюю сторону. Для того, чтобы рукав не повторяла вот плотно руку, для того, чтобы в согнутом виде линия не упиралась в локоть, чтобы была некоторая свобода, возможность движения, даже в небольшом по ширине рукаве, необходимо немножко добавить, чуть-чуть дать на свободу. А если ткань плотная, в данном случае можно представить себе, что вот эта розовая линия – это рука. Допустим, внешне находится ткань. Например, вот это толщина ткани. В данном случае от точки, мало того, что внутренняя сторона короче, так еще внешняя сторона внутренней стороны ткани имеет одну длину. Когда мы строим выкройку, мы строим ее для внешнего слоя. А внешний слой предполагает собой покрытие всей толщины ткани, плюс воздух между тканью и телом, и плюс само тело. Соответственно, как от любой окружности, от точки длина окружности, чем дальше окружность, тем она длиннее. Так и здесь. Для одной ткани одна длина, чем дальше, толще, большая длина. Соответственно, чем шире рукав, чем дальше, чем больше толщина ткани, тем, соответственно, больше внешний контур. И замеряя по руке, мы получаем этот контур. Если же нам нужно на толщину или на свободу, нам нужно еще добавить на вот этот переход с вертикали на горизонталь. Вот эту вот окружность. Соответственно, чтобы длина не оказалась короче или впритык, нужно немного добавить для просто удобства, комфорта. Это все необходимо для того, чтобы, когда будете откладывать необходимые параметры по рукаву, не получилось так, что вроде все замерили, но почему-то узковато, почему-то что-то не подходит. Хотя по сантиметрам, по числам вроде бы все правильно. У меня есть вот такое болеро, когда-то я его уже показывала в одной сети с фотографиями. Ткань наполовину синтетика. Она очень плохо поддается сутюжке, но тем не менее выточку я здесь делала. В данной ткани она не так уж особо и заметна. А рукав, если его разложить, не выглядит каким-то уж перегибистым, но легкий наклон формы все-таки есть. Рукав сам по себе не имеет большой свободы в плече, но в запястье он минимальный. Тем более, что надо понимать необходимую прибавку, толщину на подгибку ткани. Также и к длине, естественно, надо добавлять на подгибку, потому что ткань гибает сама себя, особенно если она такая толстенькая. И вся толщина дополнительно идет толщина на огибание тканью самой себя, на возможные слои. Поэтому вот рука, конечно, входит, но она совсем небольшая, потому что нет никаких застежек. Легкий прогиб вот существует. Никакой. Казалось бы, для чего в данном не широком рукаве это оформление? Он настолько полностью по руке, что никакой дополнительной ткани нет. При сгибе руки, конечно, небольшие складки в локте есть, но куда без них. Ткань укорачивается. Вот здесь вот, на переднем перекате.
собираясь складкой, но она минимальна. Дело не только в снятых правильно замерах, но и в учете некоторых просто физических параметров. Поэтому длина замеряется по внешнему контуру согнутой руки под 90 градусов. И при этом дается небольшая прибавка. Кроме того, очень удобная и правильная формула – это когда общая длина руки от начала до запястья делится на 2 и плюс 3 сантиметра. Если моя длина руки 58 сантиметров, то разделив на 2, я получаю 29. Плюс 3 сантиметра – это 32. Моя вот исключительно по телу замер от верхней точки плеча в согнутой через локоть до запястья 32 сантиметра. Так что эта формула для меня, например, работает. Но почему я не очень люблю формулу? Потому что есть люди с разным строением. Есть у кого-то удлиненные конечности, есть у кого-то пропорции разные между соотношением между собой частей тела. Поэтому, если вам эта формула подходит, это хорошо, можно ее использовать. Я же предпочитаю исключительно по замерам. Да, я буду использовать для черчения свои параметры. Буду использовать масштабную линейку. Моя длина руки, как я сказала, от верхней точки плеча до запястья 58 сантиметров, до локтя 32, обхват локтя 28 в согнутом виде, обхват кисти 21,5 сантиметра. Обхват кисти проводится обычно по самому широкому месту, вот на уровне косточки большого пальца. Ну, обхват запястья 15,5 сантиметров. У меня косточки более заметные, поэтому я замеряю по ним, потому что разница здесь получается полсантиметра. Если нужно будет построить выкройку для рукава, в котором не будет никаких застежек, то, конечно, нужно, чтобы проходила кисть. Если выточка будет построена не сюда, а вниз, вертикальная, и, например, здесь будет встроена молния или другие застежки, то, конечно, можно вести учет по запястью. Все по желанию. Таким образом, это те параметры, которые желательно иметь для того, чтобы построить рукав индивидуально, не по стандартным формулам. Также назову стандартное название линий рукава. У рукава есть внешние срезы. Они стачиваются в один шов. Этот шов чаще всего располагается по центру. В данном случае показываю на внешнюю сторону, но он будет в загнутом виде симметричен центру. Это центральная линия, а шов параллелен ему, ближе к телу расположен. Иногда можно располагать шов со смещением. Полагается смещение сантиметров до 2 в сторону переда. Назад не рекомендуется, потому что будет он очевиден, заметен. Почему 1-2 сантиметра? Потому что если шов смещается, то получается, что передняя часть будет уже, задняя часть, вот эта с перегибом, она будет длиннее. Чем меньше расположен конструктивных швов, тем деталь будет мягче, более обтекаемая. Если же рукав предполагается строить как-то немножко сформованным, то это будет просто мягкий мешок. Поэтому лучше сильно не переносить. Но опять-таки это все лишь рекомендации. Внешние срезы. Передний, задний. Срезы передний, задний, а линии, разделяющие на четверти, средние линии, называют перегибы. Те линии, которые обозначают, что это уже не передняя часть, а задняя или наоборот. Они расположены на боковых гранях. Есть центральная линия. Она идет от конца окончания плечевого шва по центру, вертикально вниз, в направлении среднего пальца. На ней чаще всего делают расширение. Перегибы передний и локтевой из-за их расположения. Передний расположен от точки примыкания руки к телу, задний локтевой также расположен в точке примыкания руки к телу. Первый, соответственно, спереди, локтевой перегиб расположен на точке, от точки примыкания руки к телу вниз. Передний перегиб приходится на
большой палец направление, локтевой перегиб от примыкания руки к спине в направлении мизинца. Передний перекат характеризуется тем, что на нем производится оттяжка на линии локтя, на горизонтальной линии локтя. Линия локтевого переката – это задняя поверхность руки до мизинца. Там привычно располагать застежки рукавов, выточки в сторону линии низа. Можно осуществлять припосадку. Мои параметры, которые указаны здесь, они указаны в чистом виде. Естественно, когда мы используем их для чертежа, мы их используем с прибавками. Когда я строила окат, я использовала обхват плеча. Мой обхват плеча это 28 сантиметров. Здесь у меня на рисунке 33 сантиметра. То есть обхват плеча плюс 5 сантиметров свободы облегания. Если обычно при построении прямого чертежа рукава не возникает больших проблем, потому что это просто параллельно направленные линии вниз, перпендикулярные к линии высоты оката, то для построения рукава с выточкой, в принципе, тоже больших проблем не возникает, но разворот нижних частей, прилегающих к телу, вот здесь уже возникают некоторые сложности, хотя это все, конечно, очень просто. Одношовный вточной рукав с выточкой, он предполагает собой единое полотно, без дополнительных швов. В двухшовном рукаве здесь находятся разрезы, и поэтому там лишние длины, необходимые для сокращения, можно убрать. Здесь же приходится использовать то, что есть. Итак, для того, чтобы построить рукав, нам нужно от верхней точки оката откладывается по центру длина рукава с указанными обговоренными прибавками. Отмечается длина до линии локтя. Если в прямом рукаве он достаточно широкий и это может не потребоваться, то не нужно. Все линии перпендикулярные, параллельные друг другу. Линия низа. Как я уже указала, внутренняя сторона локтя, когда мы сгибаем руку, вот эта часть, она более короткая. Внешняя сторона более длинная. Так как рукав строится одной длиной полностью, одинаково всеми линиями, мало того, что при сгибе рука образовывает на рукаве складки, лишняя длина здесь, разница этой длины внешней и внутренней образуется складками. Но кроме всего прочего, рукав немного вздергивается вверх. Если длины везде одинаковые, то хорошо, если ее просто хватит. Но вот в этом месте ее может оказаться много. Либо наоборот, на внешней стороне ее может оказаться недостаточно. Для того, чтобы не в очень широком рукаве умеренной ширины, либо в рукаве узком, оформленном по руке, линия низа смотрелась достаточно ровной, используется криволинейный срез. Он отражает разницу длин внутренней и внешней. Итак, как это оформляется? От точки начала рукава, окончания плеча, вниз откладывается полная длина рукава по центру. Эта часть рукава пускай будет кпереду. На линии переднего переката линия высоты немного повышается, укорачивается. На линии локтевого переката, перегиба, она немного удлиняется. Два среза стачиваются вместе в один шов. Соответственно, они должны быть равные, чтобы шов был красивый, правильный. Поэтому эти линии должны быть равны. И начинаясь в одной точке, они, соответственно, и заканчиваться должны на одном расстоянии по высоте. Поэтому здесь надо прийти в одну точку. Это точка на одной линии с центром. Какова же может быть разница между самой верхней и самой нижней точкой? Вот на этой схеме я отразила некоторые границы в сантиметрах, которые можно будет использовать. Вымерять здесь логически и что-то проверять на себе не вижу необходимости, потому что за долгие десятилетия существования конструирования одежды очень многие специалисты
так или иначе проверяли все эти параметры, поэтому я просто пользуюсь теми числами, которые есть. Меня они вполне устраивают. Итак, разница в переходе от верхней до нижней точки, разброс 2,5 см. От 1,5 до 2,5 с разделением пополам выбранного интервала. Половина идет на повышение, половина на понижение. Соединяется все плавной линией. Какие выбрать параметры, это решать только вам. Опять-таки, чем уже рукав, чем ближе он по форме к руке, чем более ярко он отражает изменения разницы в руке, тем, конечно же, стоит выбрать большее расстояние. Чем более насыщенная полнотой рука, более округлые, тем тоже стоит больше выбрать. Это я сейчас говорю про прямой рукав. С ним, в принципе, все. Как оформить? Просто линией, прямой рукав. По низу будет либо с манжетами, какие-то декоративные варианты. Это все по вашему усмотрению. Больше интерес представляет сложность. Обычно рукав зауженный. Рукав расширенный — это отдельная тема, которую не стоит сейчас трогать, потому что, по сути, это построение лучше всего расширенный рукав строить от малообъемного прямого базового рукава. Я уже упоминала ранее, что вариант заужения рукава вот такой какой-то формы, когда линии просто заужаются насколько нужно к запястью, это не совсем для одежды с обычной проймой. Это больше для очень широких рукавов, например, летучая мышь, и углубленной проймы, когда ширина настолько объемная, что заужение нужно для того, чтобы убрать излишние складки, и оно никоим образом не стесняет движений, потому что ширина и так избыточная. Для рукавов средней полноты, объема, свободы облегания, для малообъемных, для обычной глубины проймы стоит использовать все-таки одношовные рукава с заужением конструктивным правильным способом. Эти рукава характеризуются достаточным прогибом по линии локтя на уровне перекатов. Они создают, в отличие от прямого рукава, характерную форму, повторяющую форму руки. Если получается так, что выточка из-за достаточной разницы ширины, свободы облегания очень большая, ткань не поддается достаточной сутюжке, то есть вершину сложно сутюжить, выточку можно разделить на две. Итак, для того, чтобы построить данный рукав, сначала рассказываю, как это все делается быстро, схематично, без пояснений. Полагается, что у нас есть окат. От линии вершины по центру откладывается длина рукава, длина руки с нужными прибавками. На линии переднего переката чуть приподнимается длина. На этом же перекате по линии локтя делается небольшой прогиб. Верхняя точка переката соединяется с прогибом и с повышенной точкой на линии низа. Далее берется 1/2 половины длины низа и откладывается на линию пониженную по длине. От этой точки линия соединяется с линией на локтевом перекате на точке оката. На линии локтя по данной линии соединения оформляется также небольшой прогиб симметричный для придания формы по модели. И соединяется данная линия либо прямыми линиями, либо выпуклыми. По сути, это и есть основная часть рукава, оформленная внешняя часть. Находятся центры для более простого ориентирования. Новая ширина задана, находится ее центр. Если шов проходит по центру рукава, который у тела шов, то линии половинок, замеры, просто откладываются разворотом рукава вправо и влево. Этот участок, фрагмент, откладывается симметрично по развороту для данной вогнутой линии. Данный фрагмент оформляется симметрично данной выпуклой линии точно такими же длинными. Эти все участки между собой на линиях равны. Данная линия выпуклая, поэтому, оформляя раскрытие через перегиб, выточка образовывается автоматически. Красные кружочки обозначенные — это места, где используются прямые углы. Вот и все, ничего сложного. То есть самое главное — это, имея окат, определить, какая нужна ширина по низу,
отложить длину рукава, чуть приподнять на переднем перекате, чуть понизить на нижнем и соединить по половинке длины низа изделия. Оформить 2 прогиба для придания нужной формы по руке, потому что рука всегда немножко согнута в локте. И оформить зеркально еще 2 четвертинки, симметричной переду и спинку. Теперь про смысл этих линий, про числа. Рукав одношовный. Соответственно, это плоскость. И увеличение или уменьшение одной линии ведет к последующему изменению всех внешних от нее контуров. Рукав предполагается повторяющим форму руки. Значит, локтевой перегиб выгнут, передний перекат вогнут. Эта линия длиннее, эта линия короче. Соответственно, на переднем перекате оформляется вогнутость. Про линию понижения по переду и по спинке я говорила для прямого рукава, повторяться не буду. Числа те же. Надо учитывать, из какой ткани строится изделие. Тонкое, толстое, возможно ли клетчатый, геометрический какой-то узор. Все линии, проводимые по диагонали, ослабляют прочные свойства ткани. Она становится более растяжимой, менее формоустойчивой во время носки. Какие свойства ткани относительно ВТО? Можно ли что-то сделать, исправить? Определившись с этим моментом, можно выбирать те числа, которые нужны для конструирования. Прогиб вогнутый, но линии от него идут в сторону направо. Соответственно, эта линия, образованная прямым углом, будет короче, а линии диагональные, значит, они имеют отличную длину от вертикальных. В данном случае эта линия будет короче. Поэтому ее надо будет оттягивать. Вот эта линия сама по себе, мало того, что она приподнята, поэтому нам надо будет линии между собой соотносить. Например, эту линию, срез для шва, и эту срез для шва, их надо будет соотносить между собой. Поэтому вот этот внешне выпуклый, более длинный, уже изначально еще и длиннее отмеренный, надо соотнести с этим швом. А внешне выпуклый он делает следующую линию наружу от себя еще более длинной. Поэтому необходимо оформлять выточку, чтобы слишком срез не оказался несопоставимым с данным срезом в один шов. Поэтому вот это место можно немного оттянуть. Но возможно ли это? Поэтому я перечеркнула ВТО, но это не совсем. Это для тканей, которые не имеют возможности для ВТО, либо оно очень мало заметно. Для этих тканей прогиб от первого перегиба переднего на линии локтя осуществляется в 5-7 мм. Если ткань поддается ВТО, то выбирается 1-1,5 см уже по возможности ткани. Таким образом, отложена длина, чуть приподнята длина. Можно для подсказки себе оформить линию, на которую надо будет приходить с линии низа, чтобы легче понимать. Если у меня, например, обхват кисти 21,5 см, то я добавляю 1,5 см, итого это 23 см. Мне нужна половина, 13,5. Давайте я попробую начертить это сейчас сразу. Ну, линию я точки могу оставить. Вот это мой рукав. Моя рука 58 сантиметров вместе с окатом, прибавка несколько 4 миллиметра. И плюс небольшое удлинение для линии локтя, вместе это будет 59 сантиметров. Вот линия 59 сантиметров. На 1,25 я подняла, на 1,25 я опустила линию низа. Предположим, что я возьму какое-то среднее число, например, сантиметр. На линии переднего перегиба я откладываю 1 сантиметр и соединяю прямыми линиями от переднего перегиба переката, соединяю данной линией. Мне на нижнюю линию надо отложить 23 пополам, 11,5 сантиметра. От повышенной точки на пониженную линию
линия низа. Теперь мне надо соединить прямой теоретической линией эту линию с точкой на окате для заднего перегиба. Получается, чем уже выбрано запястье, линия низа, тем уже линия будет в локте. Вся вот эта линия будет оформлена в зависимости от линии низа. Еще уже, значит, будет еще уже. Соответственно, очень важным является необходимость контролировать ширину на важных участках. Если есть какие-то особые места на руках, может быть, часы носите, объемные браслеты. Соответственно, эти места также надо контролировать, чтобы они спокойно располагались в рукаве. Возможно, манжеты какие-то у футболок, рубашек объемные ниже линии проймы. Тоже не хочется, чтобы они выпирали. Соответственно, это все надо контролировать получаемыми линиями. Если нужен рукав по форме для руки достаточно объемный, округлый, то линию прогиба можно выбирать побольше на заднем перекате. Если можно небольшую скромную, то, соответственно, выбирать можно поменьше. Число для перегиба оформления по спинке от 5 мм до 1,5 см. Тоже обозначено. Соответственно, я также возьму что-то среднее, сантиметр. И сразу соединяем. По-моему, самое сложное это выбрать длину, ширину по низу и определиться с тем, какой хочется, какая ткань, на что она способна. Ну, осталось небольшой фрагмент, всего лишь раскрыть для задних частей. Я знаю, что если у меня здесь 11,5 сантиметров ширина низа, то половинка это будет 5,75. Теперь можно увидеть, сколько у меня половинка по линии локтя. 14 сантиметров. Соответственно, середина 7. Теоретически это можно все соединить. Ширина по линии оката какой была, такой и осталась. Каждая часть четверть 8,25. Начну с правой передней части линии. Здесь надо понимать, что линия оката на буквально чуть-чуть совсем может сместиться. Зеркальное отражение это обычно раскрытие относительно центральной линии. Если у нас прямая линия, то ее раскрытие обычно не составляет проблем. Оно зеркальное. Если линия расположена под углом, то нужно начертить такие же прямые углы. Все прекрасно понимают, что здесь прямые углы между линиями. И поэтому раскрытие будет на ровную линию. А для того, чтобы здесь были зеркальные линии, нужно отразить прямой угол. Вот к этой линии, идущей к прогибу на локте, чертится прямой угол и устанавливается перпендикуляр длиной 1/4 оката. Она буквально чуть-чуть не доходит до линии вертикали, потому что она под углом. Далее наш локоть пополам это 7 и 7. Соответственно, от точки прогиба откладываем также 7 сантиметров. Здесь у нас, как мы выяснили, 11,5 пополам это 5,75.
по прямой у нас здесь все. Линия приходит на линию низа. Также 5,75 откладываем туда, куда она придет на линию низа. И просто соединяем наш фрагмент. Передняя сторона готова. Теперь надо отразить заднюю поверхность. По сути, задняя поверхность, если шов не переносился, если все участки между собой равны, она отражается относительно данной линии переката под прямым углом. Соответственно, она остается на своем месте. А дальше, в зависимости от того, какая ширина линии низа и каков выбран прогиб заднего переката, получается выпуклость данной линии. Также на линию локтя откладываем последнюю четверть, 7 сантиметров от линии, от точки прогиба выпуклости в данном случае. Соединяю 7, 7 и 7. Все 7 сантиметров я соединяю между собой. Это, по сути, и есть верхняя сторона выточки. Линии локтя мы просто продолжаем, вот откладываем, как они есть. Для того, чтобы оформить последний оставшийся фрагмент, надо вот к этой линии восстановить перпендикуляр. И линии выточки обычно одной длины, соответственно, надо отложить также по перпендикуляру 7 сантиметров. Вот к этой линии перпендикуляр. Глубина выточки получилась 1 сантиметр. Если я захочу ее перевести вот сюда, то при таком рукаве, я уже проверяла, у меня получается вот в этом месте глубина выточки 2 сантиметра. Раствор выточки. Итак, я откладываю 7 сантиметров. Относительно того, насколько выгнута данная линия, пойдет линия низа. Она идет под прямым углом к данной линии. Тоже ничего сложного. Мы раскрываем зеркально. Зеркально это прямые углы. Здесь надо отложить вот эту же ширину 5,75. Просто соединяем вот эти точки. Итого, если все 5,75 умножить на 4, это и будет 23 сантиметра обхват кисти с прибавкой. Здесь получается 28 сантиметров. По факту эти 28 сантиметров это мой локоть в согнутом виде. Если для моих изделий я считаю это достаточным, я оставляю. Если я считаю, что мне надо чуть больше ширину,
то либо я могу немного, чуть больше, сделать прогиб, но в данном случае у меня взять сантиметр из 1,5, это не сильно спасет. Лучше немножко добавить ширины по низу, потому что 23 сантиметра это достаточно плотно для меня проходящая кисть. И, соответственно, если я немного добавлю ширины по низу, то и линия пройдет чуть шире. Чуть больше будет объема здесь, и, соответственно, в локте будет свободнее, потому что увеличится и эта часть немного, и каждая из этих частей также будет отложена в большем формате. Раз увеличится общая ширина, то эти фрагменты будут отложены в большем виде. Это все необходимо контролировать, но это можно увидеть уже здесь сразу. Для того, чтобы выточку не строить в таком полноценном формате на ткани. Я обозначила, что на 1-2 сантиметра ее вершину смещают от переката локтевого в сторону шва, чтобы сразу на локте она не была видна. Важна вся ширина раствора, поэтому несколько миллиметров здесь роль не сыграет. Лучше, чтобы ее вершина не была очевидна. И ее надо сместить на 1-2 сантиметра. Если же выточка будет переведена в линию низа и она будет вертикальная, то от линии вершины выточку надо сместить выточку вершину ниже на 3-5 сантиметров, в зависимости от ширины, от размера рукава.